Здорово, приятель! Если ты наткнулся на это видео, значит ты либо мой подписчик, либо интересуешься моддингом на Metal Hellsinger. Если все-таки первое, то можешь спокойно пропускать это видео, в нем ничего особо интересного не будет. Но если второе, то я попытаюсь помочь тебе разобраться в этом мастерстве. Разработчики игры выкатили несколько гайдов, как можно заменить музыку в игре на свою собственную, но в них очень много моментов упускается и бывает непонятно, что вообще нужно сделать для того, чтобы все нормально работало. И вот я попытаюсь более подробно рассказать тебе об этом. Но пока что мы будем следовать инструкциям на сайте самой игры. Первое, что тебе нужно, это лицензионная версия игры. Потому как пиратка на старой версии там почти ни хрена не работает. Также разработчики не правы насчет того, что можно модить демо-версию игры. Это не так. Так что можно использовать только лицензию в Steam, либо в Xbox Game Pass. Второе. Чтобы вставить свою музыку в игру, понадобится скачать программу FMod Studio версии 2.0.0.0.8. Другую версию лучше не стоит ставить, она не будет стабильно работать. Заходим на официальный сайт, регистрируемся, и здесь на странице загрузки выбираем FMod Studio, версия Older, и в списке выбираем нужную нам версию. Третье. Скачиваем моддинг пэкэдж с сайта игры, распаковываем в любую удобную папку. Внутри архива находится готовый проект для моддинга, который требуется для того, чтобы все работало. С новым проектом ничего не получится. И еще также в архиве есть папка с так называемыми саундбанками, куда будут создаваться наши готовые моды. Ну и четвертое, сама музыка. Здесь инструментарий достаточно гибкий, поэтому использовать можно почти любую музыку за одним исключением. Музыка обязательно должна быть с постоянным BPM, ударами в минуту, иначе будет рассинхрон музыки с игрой. В каком виде можно вставлять музыку? Можно использовать одну музыкальную дорожку, то есть песня полностью в одном музыкальном файле будет играть независимо от уровня ярости персонажа. Либо же разбить песню на разные составляющие отдельно, например, инструменты и голос, из-за чего какие-то части мелодии будут включаться при определенном уровне ярости в игре. Например, голос будет включаться только при множителе x16. Дополнительно в игре есть так называемые акты, либо же главы уровня. Можно настроить песню так, чтобы определенная часть воспроизводилась в первой главе, другая часть во второй, а последняя в третьей. После того, как все собрано вместе, запускаем проект. В первой вкладке у нас Events, это основная вкладка, где мы будем работать. Далее идет Banks, это место, где наши треки будут скомпилированы в один файл, который будет принимать игра. И еще есть вкладка Assets, это сырые звуковые файлы. Иногда это бывает полезно, но обычно этим не пользуюсь. Я разделю гайд на 3 уровня сложности, то есть 3 песни с разными настройками. Итак, первое, это у нас будет простая песня. Для создания мода понадобятся 2 вещи. Бит-трек. Это простая ударная партия, которая будет слышна, если в игре мы правильно будем попадать в бит. И вторая, это сама композиция, ее настройки, которые также называются ивентом. Для простой мелодии открываем Event, No Tier, Simple Song, No Acts. Здесь мы видим как раз композицию и бит-трек, и его настройки сверху. Создадим дубликат этого ивента и переименуем его. Теперь нам нужно узнать BPM нашей музыки. Это можно сделать любым удобным способом. Я использую эту утилиту BPM Analyzer. BPM это мелодии 144. Возвращаемся в FMod Studio и удаляем мелодию и бит-трек. Сверху оставляем все как было. Теперь закидываем нашу мелодию на первую дорожку Tier 1. Первым делом нужно кликнуть 2 раза по этому синему флажку и поменять BPM ивента на 144. И не забудь кликнуть вот сюда, чтобы таймер показывал биты, а не секунды. Далее нам следует добавить наш бит-трек. Разработчики позаботились, и в проекте есть уже несколько готовых с разной скоростью. Но в нашем случае нет со скоростью 144 удара в минуту. Открываем любой близкий к нашему BPM бит-трек и дублируем его.
переименовываем. Также на синем флажке пишем 144. Теперь, как мы видим, сетка ударов сверху поменялась. Видишь вот эту синюю полоску? Она называется лупом. Она показывает область, которая будет повторяться и повторяться. Нужно подвинуть эту область так, чтобы она показывала один полный такт, то есть 4 удара или 4 квадрата. Далее нам нужно подвинуть каждый удар барабана так, чтобы его окончание ложилось ровно по сетке. Раз, два, три, 4. Просто тянем за края и двигаем по сетке. Готово. Теперь у нас есть ударная партия в 144 BPM. Возвращаемся обратно в наш event и кидаем бит-трек на дорожку аудио 1. Растягиваем его до самого конца. Теперь нам нужно выровнять песню по сетке. Для этого понадобится метроном или очень хороший слух. Но ловите фишку. Справа есть окошко с параметрами. Меняем параметр Beat Match Success на 1, и теперь мы можем слышать удары ровно по биту. Но очень важно, чтобы бит-трек звучал ровно, нужно воспроизводить музыку ровно на начале такта. Чтобы хорошо выровнять, можно опираться на пики громкости звуковой дорожки. Перемещаем музыку по сетке. Можно немного убавить громкость, но ее нужно потом обязательно вернуть обратно. После того, как музыка стала ровно, можно приступать к лупам. В этом проекте у нас один луп, который будет повторяться на протяжении всего уровня. Так как тут нет маркеров, то музыка будет стартовать с самого начала уровня, но мне не нужно, чтобы песня повторялась с самого начала. Так что я двигаю левую сторону лупа на то место, с которого я хочу, чтобы песня повторялась. Теперь я меняю правую сторону. Нужно выделить область повтора так, чтобы не было сильно заметно, что мелодия повторяется. Обязательно, чтобы область повтора начиналась и заканчивалась ровно по сетке. Не обязательно на начале такта, но лучше всего сделайте так. Но точно он должен выпадать на удар. Так мы синхронизируем нашу композицию с игрой. Можно вернуть обратно параметр Beat Match Success в 0, чтобы он нам не мешал метроном. Здесь должен был быть разбор, как сделать ульту, но он будет немного позже. Сейчас лучше просто удалить область с ультом в конце песни совсем. Почти все готово. Можем нажать на дорожку и потянуть эту область снизу, чтобы открыть окно эффектов. Здесь мы можем как угодно менять эффекты из списка. То же самое для любых дорожек, в том числе и мастер канала. Но я в этом не разбираюсь, поэтому оставил только компрессор. Теперь нужно запаковать мелодию. Кликаем по ивенту правой кнопкой мыши. Assign to Bank, New Bank. Пишем любое название. Также, чтобы игра не вылетала, делаем то же самое с Low Health. Этот биттрек играет, когда у персонажа в игре мало хп. Так что проводим те же манипуляции, что и с обычным биттреком. Когда выровняли Low Health под наш BPM, также добавляем его в Bank. Теперь у нас в банке два файла. Кликаем на него правой кнопкой мыши и нажимаем Build. Теперь в папке Export Banks, в папке Desktop, находится наш запакованный мод. Кидаем его в любую удобную папку. Далее, в папке Export Banks есть JSON файл Custom Songs. Копируем его и также кидаем в папку с модом. Открываем его. Здесь расписаны команды для каждого уровня из примеров проекта. Но нам нужно заменить музыку лишь в одном уровне. Поэтому удаляем текст после запятой, оставляя только закрывающие скобки. Проверяем, чтобы каждой скобки была пара. Теперь здесь меняем параметры. Bank – название нашего музыкального банка. Event – выделяем эту область вместе со скобками. Возвращаемся в FMod Studio и здесь в нашем банке выбираем Event песни, которую мы сделали. И кликаем по нему правой кнопкой мыши. Нажимаем Copy GUID. Возвращаемся к текстовому файлу и вставляем скопированное. То же самое с Low Health Beat Event. Выделяем текст вместе со скобками.
В Fmod Studio кликаем правой кнопкой мышью по ивенту Low Health, копировать GUID и вставить его в файл. Тут главное не забыть вписать BPM ниже. Offset оставляем на 0,06, так как мы и так нормально синхронизировали мод в программе. Сохраняем. И теперь эти два файла копируем и заходим в папку с игрой. Далее Metal Data после Exported Banks. И вставляем наши файлы в эту папку. Теперь мы можем зайти в игру на ту карту, которую мы вписали в JSON файле. Сейчас это карта VOG. The first hell was Vogue. Как мы видим, в игре все получилось более-менее нормально. Перейдем ко второй песне. Думаю, следующий алгоритм действий будет подходить к 99% модов на эту игру. Я уже говорил, что в игре есть уровни ярости, и в зависимости от множителя 1, 2, 4, 8, 16 музыка может меняться. Такие множители в игре называются tiers. 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, у меня есть два звуковых файла песни. Один это инструментал песни без вокала, и другой это акапелла. Заходим в Fmod Studio, открываем event No Tears Simple Song и создаем его дубликат. Переименовываем, удаляем из него музыку и биттрек. Кликаем правой кнопкой мыши на дорожку Tier 1, копируем и вставляем там же. Теперь у нас две одинаковые дорожки. Кидаем музыку на каждую дорожку по отдельности. На первую я кидаю инструментал, а на вторую акапеллу. Равняем дорожки, меняем BPM. Теперь нам нужно выделить все лупы, зеленые полоски перехода и маркеры, которые принадлежат второму и третьему акту. Забыл сказать, что их нужно удалить. Теперь у нас остается только интро, первый акт и энд. Также области перехода к первому акту, культу и к окончанию. А также область ульты. Ульт — это область, которая проигрывается во время ульты меча. Скорость ульты в 2 раза быстрее BPM песни. Теперь поговорим про очередность воспроизведения. В текстовом гайде немного смутно рассказывает про это. Поэтому я попытаюсь более корректно объяснить. В игре есть 7 сегментов музыки. Интро, первый, второй, третий акты, завершение, ульта и ничего. Они идут поочередно, и музыка не может возвращаться на предыдущий сегмент, кроме случая с ультой. Также, чтобы игра понимала, когда нужно переключиться с одного элемента песни на другой, ей нужны зеленые линии переходов. Как только меняется сегмент в игре, она обращается к линии перехода. Без таких переходов музыка попадет в бесконечный луп и будет повторяться. Также с линии перехода музыка перейдет к следующему сегменту только когда музыка пройдет определенное расстояние на линии перехода. Расстояние зависит от циферки в конце этой линии. 1 это полный такт. Расстояние перехода можно настроить, кликнув по нему и открыв меню эффектов снизу. Но сейчас у нас всего 3 лупа песни: интро, первый акт и завершение. 3 белых маркера: intro from ult, act 1 маркер и end маркер. И 3 линии перехода: to act 1 маркер, to ult и to end маркер. И чтобы ты не запутался, я сразу скажу порядок воспроизведения. Сперва проигрывается музыка с самого флажка BPM, после чего попадает в луп интро и играет до тех пор, пока интро в игре не сменится на первый акт. Сама музыка с помощью перехода перейдет в Act 1 Maker, и начиная с этого маркера будет играть дальше, пока не попадет в луп Act 1. И далее луп Act 1 будет повторяться бесконечное количество раз. Еще раз. После интро музыка попадает к маркеру, а уже только потом воспроизводится и попадает в луп первого акта.
И для того, чтобы музыка не зависла в бесконечных переходах, нужно, чтобы переход к следующему маркеру или лупу был позади этого маркера и лупа. Поэтому я ставлю переход к маркеру первого акта от самого начала песни до этого самого маркера. Далее, переход к ульту должен быть растянут на протяжении всей песни. Также переход к энд-маркеру тоже должен быть растянут от начала и до конца песни. Здесь я выполняю те же самые действия, что и с первой песни. Меняю BPM, создаю бит-трек, подгоняю музыку под сетку, делаю основной луп. Теперь самое вкусное – тиры песни. У нас есть две одинаковые дорожки Tier 1 и Tier 2, но они проигрываются вместе, а я хочу, чтобы вторая дорожка включалась только тогда, когда в игре у меня будет множитель ярости x16. Заходим во вкладку Player Tiers. И здесь на дорожке Tier 2 щелкаем на треугольник. Откроется окно громкости. Понижаем общую громкость до 0 и кликаем на линии со значением 80, чтобы создать новую точку. Поднимаем ее на нужную нам громкость. После чего кликаем на значение 70, создавая еще одну точку и опускаем ее вниз. На самом деле здесь довольно гибко и можно делать плавные такие переходы по громкости, кривые там всякие выписывать. Все можно, но главное, чтобы она закончилась на 80. Теперь, когда мы включаем песню, уже не слышим акапеллы. Для того, чтобы проверить, как наша громкость работает, справа в параметре Player Tiers увеличиваем до 80. И теперь начинаем слышать голос. Сейчас я приступаю к окончанию. Я хочу, чтобы в конце карты был проигрыш. Обязательно область перехода к энд-маркер должна быть на протяжении всей песни, до самого маркера. Иначе песня будет либо проигрываться бесконечно, либо попадет в бесконечный переход. После энд-маркера следует пустой луп окончания, который будет проигрывать просто тишину. В итоге у нас должна получиться примерно такая картина. Когда у нас получился хороший луп, приступаем к ульте. Здесь стоит удалить ненужные линии перехода ко второму и третьему акту, оставив только интро, первый акт и конец. Равняю ульт по сетке для удобства. Скорость ульты в игре будет в 2 раза быстрее BPM песни. Нужно в ульту вставить музыку, которая совпадает с BPM этого эвента. Но я просто взял один из припевов с основной песни. Выделяю кусок и мышкой нужно навестить на то место, где нужно разделить. Правой кнопкой мыши и сплит. Копирую, вставляю. Справа в параметрах я меняю Active Song Segment с Act 1 на ульт, чтобы я мог слушать повтор только ульты. Здесь я заметил, что у меня в ульте и в первом акте проигрываются припевы, и было бы не очень, если они будут играться подряд. Поэтому я подвинул первый акт. Видишь вот этот кругляшок на линии перехода? Это Transition Timeline. Они предназначены для того, чтобы делать более плавные переходы между сегментами песни. Туда же можно ставить любой звук перехода, какой-нибудь вжух, или как тут хай-хет, который сильно долбит по ушам. Его можно поставить не только на линии перехода, но и на лупы. Но для нас это не особо нужно, поэтому я удаляю все Transition Timeline. Когда основной трек готов, создаю Low Health и все это добавляю в новый банк. Перемещаю в отдельную папку и также JSON файл. Также меняю JSON файл под другую песню и закидываю в нужную директорию. Тут я поменял название карты, чтобы песня играла на другом уровне. Тестируем.
Получилось неплохо, но можно еще лучше. Я добавил вокальный проигрыш в начале песни и немного эффектов. И для того, чтобы после ульты песня не начиналась заново, нужно переместить маркер Intro from Ult 1 к Act 1 маркер, либо же к самому лупу первого акта. Так, всем привет. В общем, я хотел еще немножко показать, что можно сделать с музыкой в игре, но вот на примере другой песни. Итак, у нас, например, есть такая песня. Начнем с самого начала, да. Вот. Интро проигрывается здесь по повтору, да. Но если я, например, оставлю переход к первому маркеру на всю песню, да, то он, ну, примерно так вот стандартно, да, там один такт, и после проигрывания одного такта в каком-то вот месте из этих, да, переключается к первому маркеру. Но для того, чтобы такого не произошло, да, я придумал уменьшить этот такт-маркер до самого маленького значения, которое я только мог сделать. И поменял здесь, получается, вот этот quantization на off, чтобы он моментально, как только доиграется вот этот вот кусок интро, да, он начнется заново и сразу же в этот момент переключился на первый акт. То есть вот интро, допустим, играется, да. Я меняю его на первый акт, то есть уже сейчас, по идее, должен быть первый акт в игре, да, но интро до сих пор играется. И оно сейчас не начнется заново, а просто продолжит играть дальше, да, начиная вот с акт 1 маркера. И далее оно попадает в акт 1. Но это такой костыль я придумал. Возможно, можно и получше сделать. Но в целом мне больше нравится так, когда нету какого-то резкого перехода с интро, а когда оно проигрывается полностью и просто продолжает мелодия идти. Ну вот такой вот костыль я придумал для этого. Собственно, всего этого достаточно для большинства песен, но если уж совсем угореть по моддингу, можно и так. Я разбил музыку из Doom нейросетью на инструменты. В Fmod Studio дублирует Tears Example Song, заменяя музыку из ивента на свою, разбираясь с тирами. В этом ивенте разные дорожки то включаются, то отключаются, поэтому я их поменял. Для каждого тира своя точка, которую нужно поставить в аудиотреке. Первый тир x1 это 0, второй тир x2 это 20, третий тир x4 это 40, четвертый тир x8 это 60, пятый тир x16 это 80.
После того, как все выровнял по сетке, переходим к разметке актов. Тут ничего не надо удалять, просто двигаем маркеры и линии перехода так, как нужно. Акты будут меняться в зависимости от арены на уровне. Опять же, тут переходы идут к маркерам, а не лупам. Но абсолютно ничего не мешает тебе сделать свои переходы. Программа в этом плане довольно гибкая. Главное правильно разметить переходы и лупы, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Здесь же я делаю ульту. Не смотри, что она с другим BPM, я сделал это просто для примера. Меняет Transition Line. Тут в целом лучше всего сделать его по длине в один такт и просто подвигать Source Destination так, чтобы переход был плавным. И лучше удалить этот ужасный хай-хэт. Для каждого акта и для каждой звуковой дорожки отдельный переход. Поэтому я и не советовал заморачиваться с этим, а просто удалить Transition Line. Потому как если в игре рассинхрон музыки с битом, у тебя будет три варианта. Первый, у тебя неровно по сетке стоит музыка. Второй, где-то неровный Transition Line, либо неровные переходы. Посмотри на циферки линии переходов. Третье, у тебя не фиксированный BPM композиции и где-то он меняется. Такое бывает, и такое можно пофиксить либо в Reaper, либо в программе Mixcraft. Но лучше все же взять другую песню. В общем, сохраняем все в банк, закидываем в отдельную папку с JSON файлом. Я скопировал команды для карты Incaustic вместе с музыкой босса. Но у меня на боссе и на уровне будет играть одна и та же мелодия. Копируем GUID ивента и Low Health. Не забываем поменять BPM. Запускаем. Получилось в принципе нормально, но можно с теми знаниями, что у нас есть, доработать еще. Но в целом я сделал все, что хотел рассказать и показать. По итогу инструментарий для модика получился достаточно гибкий для энтузиастов, но абсолютно фрустрирующий для обычного пользователя. С теми гайдами, что предлагали разработчики, очень много тонкостей были непонятны. Так что приходилось по кусочкам собирать информацию из разных мест. Надеюсь, этот туториал создаст меньше всего вопросов. А если они будут, посети Discord сервер игры, там есть каналы для вопросов по моддингу. Все.